Смотрите, какая красотища. Друзья, всем привет! С вами снова Максим. Сегодня морозное утро. Начались заморозки, что-то похожее на зиму начинается у нас. Вот. Я в таком леске. Вот в таком лесочке сейчас иду, чтобы кое-что найти. И сейчас я вам расскажу, что же это. Как я вам рассказывал уже в прошлом видео, не знаю, если кто не смотрел, посмотрите о своих планах, что сейчас уже на поиски с металлоискателем выезжать уже не получится, потому что, сами видите, лед стоит. Стоит лед, земля промерзла, сезон кончился. Вот. А также я планировал снимать рыбалку. Для рыбалки нормально лед еще не встал. Вот сейчас сегодня утром было -8. Всю неделю обещают мороз. Будем надеяться, что сейчас как раз таки необходимый нам с вами лед и встанет. И мы начнем с вами пробовать поймать рыбу. И как раз вот между двумя этими периодами, да, образовалось такое межсезонье, что в принципе мне снять для вас нечего особо. Потому что, ну что мне снимать? Город, что ли? Сейчас, видите, сейчас с работой. Заплеты. Некогда. Выходных практически нету. И как бы, ну что снимать? Я живу в городе, что там, не знаю, торговый центр вам снять. Вот. И есть у меня на лето один проект, так скажем. И для него мне нужны будут разные необычные вещи. И мне в голову пришла мысль, почему бы мне не сделать для этого проекта, так скажем, да, необычное кресло из толстых сучьев от сухостойной сосны. Ну, сами знаете, что такое сушина, да, сушняк. Сучья этих сосен, они в принципе имеют такую необычную форму зачастую, принимают, да. Хвоя с них уже упала, но они еще сухие, как бы смолистые, поэтому они не гниют. И из себя достаточно крепкое нечто представляют. Вот, то есть получилось бы колоритное довольно-таки изделие, подходящее, скажем так, для моих планов. Пока что о планах об этих я говорить не буду, еще слишком рано. Вот, сегодня мы попытаемся найти эти сучья, ну, чтобы сделать кресло, да? Кресло из сучьев сухостойной сосны. Понятно, что нужно еще будет какая-то ткань, чтобы сделать, ну, сиденье, но сам каркас планируется именно из вот этих сучков. Посмотрите, что вокруг у меня. Тут зачем-то вываливали лес. Тут недалеко газопровод, я рядом с городом нахожусь. Какой-то газопровод здесь, не знаю. Тут, наверное, тоже что-то с этим связанное было. Тоже вывалили лес, тут грязище летом. Я тут уже снимал что-то, по-моему. Кто-то из вас мог уже видеть это видео. Ну и вот сейчас сосна стоит. Сосна стоит нормальная. Вот. Ну, как бы не засохшая, но у нее ветви снизу сухие. Я, по крайней мере, вам могу показать примерно, что меня интересует. Сейчас, друзья, смотрите. Вот, видите, сосна. И вот эти сучки у нее, видите, разных необычных форм. Вот я хотел бы найти сучки таких форм, из которые бы напоминали, да, что-то, из чего можно сделать что-то наподобие кресла. Опять же, у меня машина, блин, не грузовик, я даже не знаю, как я их туда грузить буду, если слишком длинные будут. Ну, в принципе, мне слишком длинные не нужны. А также, друзья, просто с вами гуляем по лесу. Если что-то интересное увижу, то вам обязательно сниму, покажу. Вот.
Все, друзья, смотрим, поехали. Вот, друзья, посмотрите, когда долго зимы нет, все кажется красивым и необычным. Хотя тут стрёмное место довольно-таки. Летом. Под белым снегом. Просто BBC, живая природа. А мы тем временем идем дальше. Сегодня, я бы сказал, даже больше прогулка, так как бы какой целенаправленности жесткой у меня нету, прям результат добыть. Просто интересно, знаете, вот этот инстинкт, да, ты идешь по дороге когда. И вот дорога, да, я недавно ее узнал. Видите, тут еще есть несколько следов человеческих, но я думаю, что они скоро кончатся. Я там проходил максимум километр, может, меньше километра даже. Вот интересно, что там, куда она ведет. Что там интересно. Так что, если что-то будет интересное, друзья, то покажу. Друзья, посмотрите. Ничего не напоминает. Я тут на днях был на охоте, она такой немножко неудачной, так сказал бы. Вот. И мы там, не знаю, за 3-4 часа даже следа лося не видели. Вот сюда я приходил осенью. Искать чагу. Видео есть внизу. Я рассказываю про гриб-чагу, как на нем можно заработать, какие у него есть полезные свойства. И видел здесь же примерно в этом квадрате след лося. Сейчас я чопаю сюда пешком. По дороге есть следы собак, человеческие, по-моему, уже пропали. Сейчас посмотрю. Лось опять переходил эту дорогу. Видите? Вот они пошли, вот они копыта. Вот. И он пошел туда. Вот он ходил. То есть где-то в этом квадрате живет лось. Молодой, копытки у него небольшие. Копыта у него небольшие. Вот он оттуда, где я только что вам показывал, пошел туда ко мне за спину. Небольшие копыта, блин, думаю, может пройтись, попробовать рога поискать здесь. Но, блин, уже белым-бело. Какова вероятность их найти? Просто сейчас, в ноябре, где-то, в ноябре, ну, молодые как бы поздно сбрасывают, может, сейчас еще некоторые с рогами. Лоси сбрасывают рога. Как бы я любитель вот рогов пособирать, но редко удается, потому что редко находишь. Потому что это как искать иголку в стогу сена, посмотрите. Какие площади, где он тут их потерял? Непонятно. Поэтому сейчас я пройдусь еще вперед. Если сучьев найти не удастся, ну не то что не удастся, вот сейчас еще пройдусь, пока мы это оставим, пока время есть, снега немного, я, может быть, вернусь туда и пройдусь по следу. Пройдусь по следу, блин, посмотрю. Может, реально рога получится найти. Было бы, друзья, очень прикольно. И вам бы показал бы. Все, друзья, смотрим. Но человеческие следы еще впереди есть. Может, даже охотники ходили. Друзья, опять следы. Вот они. Видите? Это в тот же день. Вот я прошел 50 метров. Он туда рванул. Видно, вернулся. Я не знаю, что-то он петляет туда-сюда. А тут есть след в ту сторону направлен. Там вот след в эту сторону направлен. А этот след в ту сторону идет. Непонятно. Может, реально охотнички тут ходили. Ну, впереди вот такая вот лепота. Ну, я вот туда особо далеко не ходил еще. Не знаю, может реально попробовать пройтись, поискать рога. Поискать рога, может удача улыбнется, блин.
Я был здесь в сентябре, следы видел. И сейчас здесь следы. То есть он здесь где-то живет. Это вот его дом. И тогда такие же следы были. Я надеюсь, что это не корова, потому что у коров нет рогов. Только быков есть рога. Хотя бы маленькие бы найти. Все, друзья, сейчас туда по дороге пройдусь еще, посмотрю, что там. 3 часа светового времени полноценного у нас с вами есть. Побегаем сейчас по лесу, подышим свежим воздухом. И заодно попробуем найти рога лося. Вот такой ледок уже, в принципе, я смотрю, толстый довольно-таки. Палкой пытался его проломить. Пытался палкой проломить. В лужах уже очень толстый лед. Они почти до дна промерзли. Буквально за 2-3 дня. Все, друзья, смотрим. Друзья, посмотрите. Ручеечек еще не застыл. Красотища какая. И уходит туда, под мост. Вот он идет. Все замерло на дне. Только течение немножко колышет там что-то. Смотрите, какая красотища. Не замерзает ручеечек. Такой более-менее бурный. Ладно, друзья, идем дальше. Что-то тут, друзья-то, сосны сухостойной-то и нет толком. Не валяющиеся они, не стоячие. Но стоячую я бы не полез бы. Если бы сушеные были поваленные, что-нибудь отрубил бы. Так, как видите, елка да береза в основном. Сосенки есть, вон, но они свежак еще. Вон от нас стоит, вон, голая, без сучков. Вон березка какая странноватая. Сейчас я подойду. Вот такая. Ее сломала, что-то кора послазила. Можно костерок развести. Друзья, там сейчас что-то хрустели ветки. И знаете, не как обычно там пару раз хрустнет от ветра. Они хрустели там где-то прям целенаправленно. Я еще-то думаю, что какое-то зверье, скорее всего. Ну пошел отсюда! Как думаете, он испугался? Решил развести тут костерочек, погреться 5 минут. На бересте, бересты здесь уйма вообще. Берез сухих вон, сколько хочешь. Там тоже. И еще у меня, друзья, штатив накрылся. Ой, думал, разводить огонь буду вам тоже записать, как костерочек все это выглядит. Блин, накрылся штатив.
Ладно, друзья, сейчас костерок разведу, погреюсь 5 минут и продолжим с вами движение. Чем, друзья, хороша береста, что вот всегда с первой спички и горит любая, сырая, сухая, хоть какая. Вот такой костерочек маленький. Чуть руки погреть. Обогреться, нюхнуть дымку, да разогнать. Тут дичь всякая бегает вокруг. Я поставил бы, друзья, для вас штатив, чтобы вы нормально могли, как люди, посмотреть, как я его разводил. Ну, как я разводил тут. С одной спички. 2 секунды и все, и он горит. Как я его тут разводил. Но все равно. Штатив же тащил с собой, блин. Он сломался, блин. Я заклею, он еще послужит, блин. Да, говорят, можно смотреть вечно на 3 вещи, да. Как горит огонь, течет вода. Ну и вы знаете. Ну так вот, сегодня, друзья, огонь и воду я вам показал. Так что всех попрошу поставить лайчики, подписаться, написать хороший комментарий. Можете написать критический комментарий, но попрошу без матов и без оскорблений. Над горою черный дым. Ладно, друзья, сейчас греюсь. Закидываю снегом это великолепие. И, друзья, идем дальше. Хотел же утром, когда выезжал, еще котелочек с собой взять. Чайку вскипятить. Что-то не стал. Можно было чай на одной коре развести, блин. Коры в этом месте тьма тьмущая, друзья. Друзья, ну все, немножко согрелся, от костра отошел, так похолодело сразу. Вот, и пока я иду обратно к следам лося, там немножко пробегусь, посмотрю, может где-нибудь реально рога валяются. Хотел ответить на один из последних комментариев. Женщина писала: расскажите, как приготовить чагу, как заготовить. Как заготовить я уже видео выкладывал. Смотрите внизу, все видео промотайте вниз, там одно из первых видео, там вот я как раз в этом леске собирал чагу. Показывал, где на березах вы найти. Также у меня было видео, где я ее разделывал, нарубал на мелкие кусочки и на сушку ее укладывал. Это видео я выкладывал, я его удалил. Удалил, потому что просмотров там совсем не было. Не знаю, может Яндекс.Дзен его блокировал или что. Это видео есть на моем ютубе. Так что вот, женщина, извините, не помню, как вас зовут. Я вам в ответе в комментарии скинул ссылочку. Там можете посмотреть, есть видео, как по ссылочке. Это ссылка на YouTube. Ее нужно скопировать, вставить в поисковик, и вам найдет видео. Вот. Либо на моей странице есть написано YouTube значок и Instagram. Вот на YouTube переходите, там вы это видео сможете найти на моем YouTube канале. Так что переходите, можете посмотреть там. Если вкратце рассказать, пока иду, что уж, что еще делать. Вкратце,
чагу нужно найти и заготовить. Найти нужно подальше от дорог, подальше от людей, хотя бы метров 200, полкилометра от оживленных трасс там, и от городов. Срубаете. Обычно ее заготавливают с осени по весну. Ну, можно в любое время года. Но лучше с осени по весну, когда сок не идет по деревьям. Срубаете. Рубите на мелкие кусочки. Можно прям топором. Разрубаете на мелкие куски и сушите ее недели 2 дома в тепле. Но не на печке, не в духовке, потому что витамины погибают. Где-нибудь, не знаю, газетку можете расстелить на подоконнике, там при комнатной температуре сушка. 20-25 градусов, больше не надо. 2 недели посушите и уберите в темное место, в баночки какие-нибудь. Вот. И из нее можете делать настойки. Можно вообще в заварник бросать вместо чая. В заварник бросаете, кипятком крутым залили, 5 минут, чай готов. Для запаха можно добавить веточки смородины, еще что-нибудь. Но в такой чаге полезных свойств будет меньше, потому что, как мы все с вами знаем, витамины погибают при высоких температурах. Витамины, минералы распадаются. Вот. Чтобы максимально полезно заварить чагу, ее настаивают, а не заваривают. То есть в баночку кидаете там какой-нибудь кусочек чаги и наливаете кипятком. Заливаете кипятком, но не крутым кипятком, а где-то градусов 50-60. И на сутки ее оставляете. Пусть оно там настаивается. Через сутки можно употреблять. Получается очень терпко. Он прям черного цвета. Его разбавляют обычно 1 к 2 еще. То есть то, что получится, еще нужно наполовину разбавить. И пьют там как-то 3 раза в день. Уж в интернете посмотрите, до или после еды. Мне без разницы. Если буду пить, мне хоть до, хоть после, хоть вместо еды. Хоть во время еды, хоть вместо воды. Там в районе 3 раз в неделю, в день. И обычно там тоже как-то курсами, это там больше месяца 2 ее не пьют подряд. Делают перерывы, потом заново делают курс. В общем, как лекарство. Так что вот так. Путь не ближний, друзья. Сейчас я еще дойду до следов, как и сказал. Там пробегусь. Посмотрю, навряд ли, конечно, блин, рога. Это я вот постоянно фантазирую, что вот сейчас за каким-то углом я там что-то найду, и там приходишь, там ничего нету, приходишь, там ничего нету. Целый день надо бегать, может быть, повезет. Сейчас за 5 минут, конечно, ничего не найти, это как иголка в стогу сена. Вот. А так вообще есть мысли, например, записать где-нибудь в этих местах для вас видео. По типу, не знаю, если Игоря Лесника кто-то из вас смотрел на ютубе. Как переночевать в лесу со спичками, как переночевать без спичек, как обустроить лагерь. Вот если вам было бы интересно такие видео, напишите в комментариях, я учту ваши пожелания. Вот, друзья. Все, я думаю, скоро я дойду до следов, там пробегусь. Ну и будем уже в сторону дома выдвигаться. Это. В принципе, сейчас, наверное, час дня еще, а солнышко уже начинает садиться. Она уже не светит как бы сверху. Оно уже где-то за лесом. Все, друзья, смотрим дальше. Друзья, иду, никак не дойду. Такие деревца. Вот уже, друзья, я думаю, что подхожу. Вот там, впереди, за вот этой горкой. Там находятся эти следы.
Сейчас мы по ним пойдем. Друзья, я наконец-то дошел до следа. Вот они, эти следы. Вот туда уходят. Сейчас пробегусь, не знаю, если рога не найду, так и ничего интересного не будет, то включаться больше не буду, смысла нету. Смысла нету. Вот, пробегусь быстренько, кружочек тут полазаю. Потому что летом они здесь же были, он живет в этом квадрате где-то, этот лосик. Тогда уже встретимся с вами в машине, если ничего не будет. Все, давайте. Друзья, я возвращаюсь к дому уже, точнее к машине. Села камера, села батарея. Ничего не получилось вам показать. Ну, как бы ничего не нашел. Единственное, что пару интересных моментов было. Нашел лёжку лося. Ну, он лежал там, под ним снег протаял. Следов много вообще. Там не один лось, они ходят вдвоем. Либо лось с лосихой, либо лосиха с лосенком. Я уж не знаю, как там они лосят. Сколько лосята с ними ходят, друзья, напишите в комментариях. Сколько лосята ходят с лосенком. Чага в лесу тоже попалась. Так, было, конечно, что интересное. Помет тоже их есть. Ну, следов, болото вытоптано. Болото сырое еще тоже не промерзло. Хотя морозец, наступаешь, там... Вот, наступаешь, там еще вода. Поэтому не обращайте внимания, что камера трясется. Просто я несу ее вместе с пауэрбанком. И мне неудобно ее так держать. Вот. Поэтому, друзья, на этом с вами будем прощаться, наверное. Такое у нас с вами было путешествие. Прогулялись по лесу. Прогулялся я, точнее, по лесу. Подышал воздухом. Сучки трещат везде вокруг. Я не знаю, но это мороз, может. Не берет их. Мороз, наверное, щелкает. Вода замерзает. Такое у нас было с вами путешествие. Все, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, я буду выбираться домой. Удачи.